Привет, ребята! В этом выпуске мы посмотрим на некоторые веские доказательства использования в древних индуистских храмах креста, похожего на христианский крест. В углу главного зала, наверху этой колонны, мы видим странную фигуру. На шее у него что-то странное. Да, это крест. Я пытаюсь показать вам как можно лучше, но мы можем видеть только так. Это из-за темноты и высоты. И этот персонаж носит крест на шее, как современные христиане. Является ли это свидетельством христианства в древности? Я нашел эту резьбу в храме Солнца в Модхере, в штате Гуджарат. Резьба по всему храму ясно доказывает, что это индуистский храм, а археологи подтверждают, что храм Модхера был построен тысячи лет назад. Но когда же христианство достигло Индии? Согласно Википедии, христианство пришло в Индию уже в 52 году нашей эры, то есть христианство существовало в Индии почти 2000 лет. Но это утверждение также сильно оспаривается многими историками, которые говорят, что христианство было принесено в Индию европейцами в 15 веке, и это всего 600 лет назад, а этому храму намного больше, чем 600 лет. Но я все равно не верил, что это именно крест. Поэтому я отправился в музей в храмовом комплексе Модхера, пытаясь найти больше доказательств. И, к счастью, я нашел именно то, что искал. Теперь вы можете ясно видеть, что это очень похоже на крест, такой же, какой сегодня носят на шее современные христиане. Это очень редкая находка. Посмотрите, что там написано. Эта фигура называется кичак, и эта фигура была вырезана в XI веке, так что ей 1000 лет. На самом деле это была часть храма Модхера. Статуя стояла на другом столбе, в темной комнате, и немного сломалась. Поэтому ее перенесли в музей. Конечно, у некоторых из вас может возникнуть инстинктивная реакция отвергнуть это свидетельство как фальшивку. Или вы будете утверждать, что эти кресты были высечены христианами гораздо позже, в качестве средства пропаганды, чтобы навязать свою религию индусам. Но если бы христиане делали это только для пропаганды, они бы поставили эти фигуры на ярком видном месте, куда бы все смотрели. Зачем им вырезать их в темном глухом углу, на высоте, где никто не увидит? Понимать и расшифровывать подобные доказательства очень сложно, поэтому большинство людей делают простые выводы, основанные на их предвзятости. А что если этот храм Солнца в Модхере был каким-то образом скомпрометирован, и этим статуям всего несколько столетий? Видим ли мы крест в каком-либо другом индуистском храме? Я нашел еще одну резьбу в древнем храме Шиканатхар, который находится в 1200 милях от храма Солнца Модхера. Неужели это крест? Очевидно, что это приподнятый прямоугольник, но в середине мы видим, что это явно крест, и он очень похож на христианский крест. Почему же он высечен в этом древнем индуистском храме? Этому храму не менее 1300 лет, а это задолго до прихода в Индию европейских завоевателей. Прямо сейчас вы будете бороться с когнитивным диссонансом. С одной стороны, большинство историков говорят нам, что христианство пришло через европейских завоевателей и очень медленно распространялось в Индии, и мы знаем, что христианские символы почти никогда не встречаются в индуистских храмах. С другой стороны, я показываю вам реальные свидетельства существования христианского креста в древнеиндийских храмах. Это как зайти в торговый центр и внутри найти пляж на берегу океана. Таким образом, вы должны решить, что является подделкой торговый центр или пляж. Но в данном случае они оба реальны. А вот история самого креста очень интересна. Хотите верьте, хотите нет, но крестик встречается везде.
Он встречается на вашей клавиатуре как плюсик. Он находится на вашей шахматной доске, над королем и так далее. Почти невозможно не видеть крест каждый день. В основном это потому, что христианство – самая большая религия в мире. Теперь вы можете сказать, хорошо, допустим. Но существовал ли крест в древние времена в Индии независимо, или этот символ был привезен христианами? Ответ – да, крест действительно существовал в Индии более 2000 лет назад. Слово, обозначающее крест на санскрите, было четур или четвари. Это слово просто означает 4, то есть число 4. Самое раннее свидетельство, которое я могу найти, находится в алфавите Брахми, датируемом II веком до нашей эры. Этому алфавиту чуть больше 2000 лет. И посмотрите, как они писали цифры шрифтом Брахми. Это 1, это 2, это 3 и это 4. Так что крест на самом деле означал 4 и назывался четур. Возможно, этот символ относится к четур-ведам или 4 ведам. Но я считаю это доказательство слабым, потому что оно всего на 100 лет старше времен Иисуса. Итак, я начал копаться, а затем нашел в интернете несколько реальных ошеломляющих доказательств. Были найдены наскальные рисунки людей, поклоняющихся кресту. Здесь мы видим гигантский крест, и один человек с поднятыми руками как бы общается с ним. Это было найдено в холмах Мадхья-Прадеша в Центральной Индии. Вот еще один крест из того же района. Это гигантский крест в центре, и много людей стоят вокруг него, как будто молятся. Они были найдены и датированы ведущими экспертами. И эксперты подтверждают, что эти наскальные рисунки являются доисторическими и сделаны между 10 и 3000 лет назад. Так что даже если мы будем сверхциничными и выберем самую последнюю временную шкалу, то получается, что эти наскальные рисунки были сделаны за 1000 лет до рождения Иисуса Христа. Итак, люди в Индии по какой-то причине фактически поклонялись кресту, независимо друг от друга. Я бы никогда даже не подумал, что древние индийцы поклонялись кресту в рамках какого-то религиозного ритуала. В этом видео я показал вам некоторые веские доказательства существования креста в древних индуистских храмах. И вы также видели, что крест не только существовал в древние времена в Индии, но даже использовался, и ему поклонялись в доисторические времена, еще до зарождения христианства. Но знаем ли мы, что на самом деле означал оригинальный индийский крест? Нет. Так каково же было первоначальное значение и цель этого креста? Какого бога он представлял? Пишите ваши мысли в комментариях. Я Правин Мохан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.